Знаешь, поначалу я подумал, что ты классная. А у тебя, оказывается, даже чувства юмора-то нет. Danger, danger, high voltage! Привет, меня зовут Оля Вастикова. Добро пожаловать на мой канал в 2019 году. Накладывай себе салатика, заваривай чай, мы начинаем. Я научу тебя расшатывать баланс эмоций для того, чтобы очаровать понравившуюся тебе девушку. Расскажу тебе пример из твоей же жизни. Да, я знаю, я Ванга. Итак, тебе нравится девушка Катя. Ты скачешь вокруг нее на задних лапках, но это не дает никаких результатов. Et qu'on déménage ensemble à Monaco? Чего, блин? Девушка пытается понять, хочет ли она, чтобы ты был ее парнем или нет, поэтому она продолжает ходить с тобой на свидание и оценивает тебя. Но потихоньку ее интерес снижается и блеск в глазах куда-то пропадает. Ты пишешь и звонишь ей сам, она никогда тебе не позвонит и не напишет первое. Вы договариваетесь на встречу, но буквально за несколько часов или даже за несколько минут она говорит, что она не сможет прийти на вашу встречу. А в какой-то момент она вообще перестает с тобой общаться и перестает отвечать на твои сообщения. Ставь палец вверх, если с тобой такое было. Ты покорно ждешь ее, постоянно проверяешь телефон, чтобы, не дай бог, не пропустить сообщение от девушки Кати. В какой-то момент девушке становится скучно, она понимает, что на горизонте больше нет парней, и она пишет тебе и предлагает встретиться. Вы встречаетесь, ты, конечно, несешься счастливый, но ты видишь, что она достаточно уныла, и она понимает, что, собственно, ничего с тобой не произошло, никакого чуда нету, и ты все равно чувствуешь себя несчастным. Девушка играет в ближе-дальше, и именно в этой ситуации в дальше. И, к сожалению, эта ситуация показывает, что ты не интересен девушке как парень. Вот так вот! Чем больше ты проявляешь свой интерес к Кате, тем больше ты становишься ведомым и просящим отношений. Этим ты теряешь свой шарм и привлекательность. Как же сделать, чтобы техника ближе-дальше работала в твою сторону? Я приведу тебе 3 примера. Первое. В одном из своих видео я рассказывал про баланс эмоций. Ты знаешь, что девушка рядом с тобой, а девушка знает, что ты от нее никуда не убежишь. Успокойся. Тихо, фу! Но иногда происходит перекос. Ты понимаешь, что девушка перестает тебе столько же писать, сколько она пишет обычно, и ты понимаешь, что ты теряешь над ней контроль. Ты начинаешь уделять ей больше внимания, и тем самым ты показываешь, что у девушки есть контроль над тобой. И самое важное, после того, как девушка это поняла, ты такой хоп, и резко начинаешь отстраняться от нее. Все это для того, чтобы девушка начала за тобой бегать, и она поняла, что на самом-то деле контроля у нее над тобой нету. Конечно, для того, чтобы эта техника сработала, у вас уже должны быть какие-то отношения. Вы должны были сходить уже на несколько свиданий, ты уже о ней что-то должен знать, то есть у вас уже есть какой-то эмоциональный баланс. Может, мы не будем торопить события? Я ведь тебя совсем не знаю. Торопить? Я не прошу тебя о свидании, я просто хочу подружиться. Я знаю. Черт, какая самонадеянность. Я не самонадеянна, я просто... Мне пора идти. Алло? Я всегда произвожу впечатление. Второе. С незнакомыми девушками можно делать такую штуку, но учти, это достаточно рискованно. Ты переписываешься с девушкой в соцсетях, ты пишешь, какая она классная, ты, в общем, по сути, ведешь монолог сам с собой, потому что девушка отвечает тебе лениво, иногда вообще забивает, иногда не здоровается, не спрашивает, как ты, а ты все крутишься вокруг нее. И ты, когда понимаешь, что это с тобой происходит, пишешь ей: эх, знаешь, вначале я подумал, что ты классная девчонка, а потом я понял, что у тебя просто даже нету чувства юмора. И после этого наблюдай и наслаждайся собой. Девушку взорвет. Она начнет тебя ненавидеть, она будет тебе писать: как это нет, у меня есть чувство юмора, ты все неправильно понял. Ты вызовешь у нее просто бурю эмоций. Этой фразой ты можешь потерять абсолютно все или наоборот, чтобы ваше общение стало более теплым. Но на самом деле, если у тебя и до этого была переписка так себе, то этой фразочкой ты манипулируешь балансом. Сначала ты писал ей, ходил вокруг да около, тешил ее самолюбие, а потом одной лишь фразой или просто дал ей пощечину. Если ты учишься с девушкой в одной школе, если ты работаешь с ней в одном универе, или если вы учитесь в одном универе, если вы вместе работаете, в общем, если вы вместе проводите какое-то количество времени, то ты также можешь применить технику ближе-дальше. Небольшой холод, небольшое безразличие заставит ее уделять больше внимания на тебя. Если ты не так давно знаком с девушкой, то ты также можешь проявлять свое безразличие. Например, в какой-то момент, когда она тебе позвонит, ты можешь достаточно сухо и вежливо с ней говорить. И сказать, что, слушай, у меня, к сожалению, мало времени, давай созвонимся попозже. И говорить это максимально вежливо и строго. Третье. Если в конце вашего первого свидания ты видишь, что девушка в тебе не заинтересована, и ты понимаешь, что второго свидания вряд ли оно будет, то тогда ты можешь сказать следующую фразу.
Прости, мне кажется, что мы с тобой совсем не пара и не подходим друг другу. Тут девушка сразу захочет тебе понравиться, потому что она поняла, что, что-то пошло не так, и у нее как раз возникнет дисбаланс эмоций. Да она не может любить меня! Да, твоя фраза резкая, но тем не менее стоит ее сказать, если ты понимаешь, что делает труба, потому что, возможно, это даст тебе шанс встретиться с ней еще раз. Ближе дальше это не когда ты прячешься от девушки, а когда ты щекочешь ее нервы и специально вызываешь дисбаланс. Делать это нужно либо мягко, либо резко. Мягко — это если у вас уже есть какие-то отношения, а резко, если ты понимаешь, что все, дело труба, и тебе нужно обязательно что-то сделать для того, чтобы потом встретиться с этой девушкой еще раз. Нужно понимать, что ты можешь все потерять, но с другой стороны, нельзя дорожить тем, чего у тебя нет. Не будь ведомым в отношениях, не старайся сразу всем понравиться. Чем больше ты будешь стараться быть не собой, тем больше будет девушка терять к тебе интерес. Была ли у тебя в жизни игра «Ближе дальше»? Напиши мне обязательно об этом в комментариях. Красавцы мои, я пытаюсь читать все ваши комментарии, и самые популярные будут попадать в мои видео. Бронсон, здесь вы сейчас увидите как раз вырезку его огромного сообщения, написал о том, что зачем вообще нужны женщины? Ты будешь зарабатывать деньги, она будет покупать какие-то непонятные вазы, салфетки, тратить твои деньги, и все это, в общем, никому абсолютно не нужно. Пост полон ненависти к женщинам. Я всем вам очень желаю действительно найти девушку, которая вас полюбит, которую вы полюбите, которая будет нежно к вам относиться, будет относиться бережно к вам самим, будет поддерживать вас, будет целовать вас каждое утро, провожать на работу. И такие отношения, они на самом деле очень редкие. Вы действительно правильно пишете, что очень много разводов в нашей стране, потому что люди женятся, особенно не понимают, зачем они это делают, они также рожают детей, они не понимают, зачем это делают. Но я очень хочу, чтобы вы осознанно подходили к вопросу подбора девушки, которая будет проводить с вами всю жизнь. Ну, а так, конечно, да, женщин можно ненавидеть, но даст ли это тебе какое-то добро? Мне кажется, нет. Лучше сначала разобраться в себе, а потом уже хейтить женщин и говорить, какие же они сволочи, зачем она купила эту вазочку. Я жду ваших комментариев, пишите, буду на них отвечать. На моем канале меньше чем за год вас уже 200 тысяч человек. Я хочу сказать каждому большое-большое спасибо. Спасибо за вашу любовь, спасибо за вашу поддержку. Спасибо, спасибо. Помни, ты красавчик, и Вастикова с тобой. В моем инстаграме я выложила новую фоточку. Посмотришь? Сделай мне комплимент, поставь палец вверх этому видео, нажми на колокольчик для того, чтобы он звенел, когда выходят мои новые видео, а также подпишись на мой канал. Если ты все это уже сделал, то поделись этим видео со своими друзьями, я думаю, им тоже будет интересно узнать про технику, как покорить женское сердце.